Мой сегодняшний доклад в основном будет посвящен двум текстам. На самом деле, это «Великий Розенкрейцер» Всеволода Соловьева и «Властелин мира» Александра Беляева. Эти романы и их авторы имеют друг с другом довольно много общего, как ни странно. Конечно, надо начать с того, что между Соловьевым и Беляевым есть существенные отличия, это очевидно. Например, Соловьев – это, в общем, консервативный православный автор, а Беляев – революционер, который хорошо, органично вписался в советские реалии. Соловьев рос в семье профессора, Беляев в семье священника, но оба имели, например, юридическое образование, оба много занимались самообразованием, и поэтому имели широкий кругозор, оба путешествовали по Европе и были включены в интеллектуальные дискуссии не только российские, но и, скажем так, шире европейские дискуссии своего времени. Оба росли в православном окружении, но оба в какой-то момент разочаровались в православии, правда, по-разному. Беляев разочаровался навсегда, а Соловьев в итоге, пройдя духовный кризис, вернулся к православию. Оба интересовались, во всяком случае, на определенном этапе жизни темами эзотерического и паранормального, что, в общем, было не редкостью в интеллектуальных кругах того времени. Оба выразили свой интерес в произведениях, которые при всей художественности их сюжета отражают, в общем, вполне реальные идеи, циркулировавшие в это время в кругах тех, кто интересовался эзотерическим и паранормальным. При этом у некоторых из героев этих произведений есть вполне конкретные исторические прототипы. Иногда более очевидные, иногда менее очевидные. Естественно, говорить об этих текстах можно было бы с разных точек зрения, и сегодня я остановлюсь на том, как в этих текстах концептуализируется паранормальное. Под паранормальным я в данном случае понимаю нечто, выходящее за пределы как нормальной науки, так и нормальной религии определенной эпохи, и поэтому становящиеся проблемы, к которой религия и наука так или иначе вынуждены обращаться, как-то ее интерпретировать и как-то ее концептуализировать. Роман «Великий Розенкрейцер» был написан Соловьевым в конце 80-х годов, как раз вскоре после того, как он переживает разочарование в православии и проходит фазу увлечения восточными религиями и эзотеризмом. В середине 80-х, находясь в Париже, Соловьев собирает материалы об истории эзотерических учений, которые впоследствии лягут в основу этого романа. В 1884 году там же, в Париже, он знакомится с Еленой Петровной Блаватской, и его воспоминания об этом впоследствии становятся книгой «Современная жрица Изида», написанной в 1893 году, и, в общем, крайне критической в отношении Блаватской и теософии. Это уже рационализация разрыва между Соловьевым и теософами. Я процитирую оттуда небольшой фрагмент не ради Блаватской, которая сегодня не совсем относится к моей основной теме, а ради того, чтобы показать настроение и жизнь вообще Соловьева вот в это время. Вот что он пишет. В жаркий майский полдень 1884 года я сидел за работой у себя в саду в просторной беседке. Я уже несколько месяцев прожил в Париже, совсем не парижской жизнью, в никем не возмущаемом уединении, но имея в то же время под руками все нужные материалы для моей работы. Дело в том, что я задумал несколько работ, намереваясь затронуть некоторые вопросы о малоизвестных еще предметах, о редких, но, по моему мнению, существующих проявлениях малоисследованных душевных свойств человека. Я занимался, между прочим, мистической и так называемой оккультической литературой. Кое-что из этой области мне впоследствии пришлось затронуть в моих романах «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Собственно, вот этот фрагмент я процитировал ради того, чтобы процитировать тот кусок, где Соловьев говорит редких, но, по моему мнению, существующих проявлениях малоисследованных душевных свойств человека. Да, я замечу, «Современная жрица Исида» написана после Великого Розенкрейцера. Но, как мы видим, несмотря на все разочарование Соловьева в теософии и эзотеризме в целом, он не отказывается от убежденности в реальности паранормальных способностей человека, да, которые он называет редкими, но существующими. Поэтому здесь интересно, да, что у Соловьева наступает в какой-то момент действительно
разочарование в эзотеризме, но не отказ от убежденности в возможности паранормальных явлений. К этому мы еще вернемся. Во время написания Великого Розенкрейцера, он, напомню, был написан чуть раньше, чем современные жрицы Исиды, Соловьев придерживался, в общем, таких же взглядов. В романе, кроме того, хорошо видно достаточно глубокое знакомство Соловьева с первоисточниками, в особенности с легендой о Розенкрейцерах и связанной с этим литературой. Вместе с тем, роман написан уже после разочарования Соловьева в эзотерических учениях, и поэтому проговаривает, рационализирует это разочарование. Сюжет романа строится вокруг главного героя, князя Захарьева Авинова, члена братства розенкрейцеров, который по ходу сюжета становится главой этого братства. Фигура Захарьева Авинова в романе отчасти автобиографична, ну, конечно, не в смысле деталей биографии этого героя, очевидно, что Соловьев не был князем, не возглавлял братство розенкрейцеров и не жил во времена Екатерины. Но в смысле духовной или интеллектуальной биографии героя, который обращается к эзотерическому учению в поисках ответов на духовные вопросы, не находит их там, разочаровывается и возвращается к православию. В этом смысле он похож на самого Соловьева. Центральная тема романа – это разочарование главного героя в розенкрейцерстве, которое не способно удовлетворить духовные запросы человека, несмотря на то, что оно способно дать человеку разного рода паранормальные способности. Способности эти в романе реальны и многочисленны. В них входит и чтение, и передача мыслей на расстоянии, и влияние на окружающих, способность превращать металлы в золото и так далее, и так далее. И автор ни в романе, ни за пределами романа не отрицает реальность всех этих способностей. И вместе с тем лейтмотив романа – это по-прежнему разочарование, основанное на том, что розенкрейцеры через свои эзотерические студии не обретают счастья. Розенкрейцерство для Соловьева оказывается формой материализма, пусть и более утонченного, чем механистический материализм, но все равно материализма. В одной из сцен Захарьев Авинов снимает с себя сияющий магическим светом символ розы и креста и говорит следующее. «Вот наш великий символ. Я не умаляю его значения. В нем средоточие света, разума, но в нем нет тепла. Теперь я знаю, что моя тайна не есть великая тайна, а только одно из тех открытий, к которым быстро придет человечество. Минуют сотни лет, и лучи этого света будут освещать своим голубым чудесным сиянием улицы городов, жилища людей, будут возвышать красоту женских украшений. Сначала для его сосредоточия потребуются разные приспособления, потом все это упростится, и, наконец, люди поймут, что можно его добывать так, как я его добываю, без всяких видимых приспособлений». Что же становится для главного героя, собственно, ответом, источником вот этого душевного тепла, которое он не находит в розенкрейцерстве? Это любовь, семья, духовное наставничество православного священника, отца Николая и помощь ближним, то есть деятельная любовь, как ее называет Соловьев, которую пробуждает и воспитывает в себе главный герой. Все это подытоживается уже от лица автора в эпилоге, где автор пишет: «Годы проходят, люди умирают, имена их забываются. Герои моего рассказа были такими людьми. Прошли годы, и они умерли, имена их забылись. Но дела их живой любви вечно живы, на смену этим забытым людям приходили, приходят и будут приходить новые носители великой тайны счастья. Тайна – это живая деятельная любовь, без которой человек со всеми своими знаниями, силами, талантами, со всей своей властью и могуществом – ничто». Так, это Соловьев. Теперь скажем несколько слов о романе Беляева. Беляев представляет уже следующее поколение российской литературы. Его основная литературная деятельность вообще, строго говоря, происходит в другой стране, потому что приходится на 20-е и 30-е годы, то есть уже на советский период. «Властелин мира» был опубликован впервые в 1926 году, и интересен он прежде всего тем, что в его основу положены реальные идеи, обсуждавшиеся в это время. Сюжет строится вокруг идеи передачи мыслей на расстоянии, или, как это иногда называлось в 20-е годы, биологической радиосвязи. В начале 20-х годов, надо отметить, происходит очень оживленная дискуссия по теме телепатии, передачи мыслей, мысленного внушения и так далее. В это время к вопросу о телепатии обращаются известные большие фигуры европейской мысли, например, Зигмунд Фрейд.
В России же важными участниками этой дискуссии были такие известные люди, как, например, Бехтерев и дрессировщик Дуров, а также инженер Бернард Кажинский, который проводил вместе с Дуровым эксперименты по передаче мысли животным и в 1923 году, то есть незадолго до выхода романа Беляева как раз, издал книгу «Передача мысли». Беляев был знаком с идеями Кажинского, потому что Кажинский фигурирует в романе в качестве одного из главных героев под именем Качинский, и, собственно говоря, именно от лица этого героя объясняется в романе механизм работы телепатии, и он объясняется вполне в рамках идей Кажинского, которые мы можем найти в его работе. В романе телепатия объясняется следующим образом, опять же, устами Качинского. В кратких чертах дело сводится вот к чему, говорит он. Каждая наша мысль вызывает ряд изменений в мельчайших частицах мозга и нервов. Эти изменения сопровождаются электрическими явлениями, эти электроволны небольшой мощности и притом своеобразной природы. Поэтому в другом сознании отмечается излученная кем-либо мысль только в том случае, если эта мысль попадает в мозг, если можно так выразиться, одинаково настроенной. И случаи таких передач наблюдались давно между близкими людьми. Но так как эти случаи невозможно было проверить и тем более объяснить научно, то наука их чаще всего просто отрицала, тем более, что этими загадочными случаями пользовались всякие спириты, телепаты, теософы и прочие мистики, пытавшиеся на этих научно необъясненных фактах доказать существование духа, который может проявлять себя независимо от тела. Отметим, что в понимании паранормального у Соловьева и у Беляева есть очевидное сходство. В частности, оба убеждены в реальности паранормального и, что более важно, помещают его в сферу научного, а не религиозного. Паранормальное для них сугубо естественно, а не сверхъестественно. Хотя оба отмечают и некоторую связь между дискуссией о паранормальном и религией. Для Соловьева паранормальное – это, по сути, эрзац религии. Оно претендует на то, чтобы заменить собой религию, но не может это сделать, потому что оно не является духовным, оно не относится к духовному измерению человеческого существования. Этот аргумент мы видим в романе, но в еще более эксплицитной форме в другом месте в эссе Соловьева под названием «Что такое доктрина теософического общества?», где Соловьев пишет следующее. После грубого откровенного материализма, оканчивающего свои дни, с его смертного одра восстают какие-то фантастические мистические призраки, имеющие с ним, несомненно, генетическую связь. Это его астральные тела, его кама-рупа, выражаясь языком покойной Блаватской. Эти астральные тела, эти кама-рупа материализма под видом новых религий, учений, сект силятся отравлять и действительно отравляют своей смертельной безнадежностью самые свежие, самые молодые ростки нашей жизни. Итак, для Соловьева паранормальное, претендующее на роль религии в форме новых религиозных движений и неконфессионального мистицизма, это не что иное, как кама-рупа материализма. И вместе с тем Соловьев признает, что эзотерические сообщества обладают все же знаниями о скрытых, неизвестных пока науке способностях человека. И разоблачение этих знаний как научно будет означать разоблачение самого эзотеризма, его устранение, как если бы нам объяснили фокус, показали, как фокус работает, и в фокусе после этого не осталось ничего таинственного. Беляев, в принципе, согласился бы, наверное, с такой интерпретацией. Совершенно однозначно он согласен с физической, естественной природой паранормального, но он идет намного дальше, чем Соловьев, полагая, что раскрытие этой природы поставит крест не только на спиритах, теософах и прочих мистиках, как он сам об этом говорит, но и вообще на идее духа, существующего независимо от тела, и в итоге через это на религии как таковой. Если для Соловьева религия, и в частности христианство, есть та тайна, которую не знают розенкрейцеры, и которую герой должен для себя открыть, к которой он должен прийти, то в произведениях Беляева, в том числе и во «Властелине мира», религии просто нет места. Наука делает ее ненужной. А религия в целом предстает как обман, злоупотребление наукой, попытка ее монополизации отдельными людьми или группами, что хорошо заметно не во «Властелине мира», а в другом произведении Беляева «Последний человек из Атлантиды». Концептуализация паранормального у Соловьева обращена в прошлое. Не случайные события романа происходят в прошлом во времена Екатерины. В каком-то смысле паранормальное, во всяком случае как часть эзотерического, оказывается атрибутом прошлого
И при этом есть предвосхищение того, что вот в ближайшем будущем паранормальное, бывшее ранее уделом тайных эзотерических обществ, станет предметом широкой публичной дискуссии. Напомню, что события романа происходят в конце XVIII века, поэтому когда Захарьев Авинов в процитированном выше фрагменте говорит «через 100 лет», имеется в виду как раз время написания романа. Поэтому не будет большой натяжкой сказать, что «Властелина мира» Беляева можно рассматривать как своего рода продолжение или сиквел, если угодно, великого Розенкрейцера, в котором предсказание Захарьева-Авинова сбылось. Ведь основа сюжета у Беляева состоит в чем? В том, что два героя, Штирнер и Качинский, параллельно открывают биологическую радиосвязь, способность мысленного внушения на расстоянии, и изобретают устройство для передачи мысли. Штирнер использует свое монопольное на тот момент знание, чтобы обрести богатство, власть и так далее, но проигрывает. Отчасти из-за того, что истощил, как он сам говорит, свои нервные силы, а отчасти из-за того, что его тайна перестала быть тайной, когда Качинский рассказывает, как создать такое устройство для передачи мысли, делая внушение на расстоянии общедоступным. При этом события происходят в недалеком будущем, а не в прошлом, как у Соловьева. И в этом будущем то, что Захарьев Авинов предсказывал, да, что вот эта вот таинственная сила, о которой он говорит, стала доступна всем, стала повсеместной, стала обыденной. По сути, этот момент описывается во «Властелине мира». Оба романа, помещенные друг за другом, становятся, по сути, иллюстрацией рождения новой категории в языке на рубеже 19-20 веков, категории психического, в том смысле, в каком она используется, в частности, в названии Общества психических исследований, созданного в 1882 году в Англии, как раз незадолго до того, как Соловьев начал свою работу в Париже над своим романом. Если вдуматься, то в 80-е и 90-е годы XIX века очень существенно меняется сам язык дискуссии о паранормальном. Появляются новые слова, которых раньше просто не было. Телепатия, парапсихология, телекинез. Все эти термины появляются в десятилетия между 82 и 92 годом. Некоторые из них на момент, когда Соловьев пишет свой роман, еще вообще не вошли в оборот. Соответственно, Беляев пишет тогда, когда эти термины уже стали широко распространенными, поэтому, например, у Беляева есть такие слова, как, скажем, телепатия, а у Соловьева их, естественно, нет. Эти изменения в языке шли рука об руку с открытиями научными и техническими изобретениями, в понимании работы нервной системы, в радиотехнике, в других областях. Например, идея биологического радио каких-то 50 лет до того была бы просто невозможной банально потому, что еще не существовало самой радиосвязи. Не случайно и у Беляева Качинский говорит: «Я и Штирнер пришли к одному и тому же выводу, хотя шли различными путями. И он и я воспользовались новейшими изысканиями в области химии, физиологии, физики. Если бы мы ничего не знали о радио, об ионной теории, о рефлексологии, то ни он, ни я ничего не изобрели и не открыли». И вот это наблюдение, которое делает герой романа, оно, в общем, очень справедливо, во всяком случае, в отношении языка. Говорить о паранормальном так, как о нем стали говорить в последние годы XIX века, до этого было просто невозможно. Появляется, как я уже сказал, новый язык, язык психического, который Джеффри Крайпл определяет как священное, находящееся в транзите из традиционного религиозного регистра в регистр науки нового времени. И, как мне кажется, примеры текстов Соловьева и Бердяева наглядно показывают нам, как этот транзит постепенно происходит. Вместе с тем мы видим, как этот транзит происходит очень непросто. Он сопрягается с социальными изменениями, с новыми вызовами и конфликтами. Для Соловьева главный вызов, конечно, состоит в утрате того тепла, которое символизирует старый уклад жизни, старое понимание семейных ценностей, взаимоотношения поколений, структуру общества и так далее. И вместе с тем у Соловьева мы видим выражение озабоченности по поводу утраты этого тепла, то есть изменения социального порядка, появления новых религий и так далее. Мы видим ностальгию по утрате старого в меняющемся, модернизирующемся российском обществе XIX века.
«Властелин мира» — это нечто совершенно иное. Это в равной степени критика старого уклада жизни со всеми его атрибутами, со всеми его поисками духа, и не только мистиками и теософами, но и вообще какими-либо формами поиска вот этой духовности, которыми так был озабочен Захарий Фавинов в романе Соловьева. Но это и критика капиталистического общества, которое вынуждает талантливого изобретателя Штирнера стать злодеем. И вместе с тем это выражение надежд и чаяний уже новой советской интеллигенции, мечтающей построить общество будущего, которое символизирует московский инженер Качинский. Будущее, о котором пишет Соловьев, для Беляева наступило. Но вопреки ожиданиям Соловьева в нем не остается места для сентиментальной ностальгии по душевному теплу, о котором так мечтает Соловьев. Благодарю за внимание.